Имя Клары Уинстон ассоциировалось с властью, роскошью и безупречной репутацией. Но те, кто знал ее ближе, понимали, за этим блеском скрывалась тень женщины, живущей с невосполнимой утратой. 20 лет назад ее дочь София исчезла. Клара потратила миллионы, нанимала лучших детективов, прочесывала города, но след обрывался, оставляя лишь пустоту. Со временем она научилась скрывать боль за холодной улыбкой, но никогда не переставала искать. Вернувшись в небольшой приморский городок, где когда-то жила, Клара неожиданно почувствовала, что ее место здесь. Может быть, сердце подсказывало, что в этом городе осталось что-то важное, что-то незавершенное. В тот день ей не хотелось роскошного ужина. Она шла по узким улочкам, пока не наткнулась на маленькое кафе с выцветшей красной вывеской. Внутри было тепло и уютно запах свежего хлеба, негромкий гул разговоров, звон посуды. Она выбрала столик у окна, откуда можно было наблюдать за жизнью кафе, но самой оставаться в тени. К ней подошла официантка, молодая девушка лет 20. В ее лице было что-то знакомое. Карие глаза, легкая неуверенность в улыбке, грация движений. Клара чувствовала странное волнение, но не могла понять, почему. Когда официантка принесла кофе, Клара заметила на ее шее кулон. Маленький золотой медальон, украшенный тонким узором. Сердце замерло. Она знала этот кулон. Руки Клары дрожали, когда она полезла в сумочку и достала старую, потрепанную фотографию. На снимке 5-летняя Софи держала в руках точно такой же кулон. Прошло несколько мучительных мгновений, прежде чем официантка взглянула на фото. Ее пальцы невольно сжали медальон на собственной шее, взгляд метался между снимком и Кларой. В ее глазах читалось недоверие, растерянность, страх. Клара поняла все первой. Это была она, ее дочь. Долгие годы поисков, бессонные ночи, надежда и отчаяние — все привело ее сюда, в это кафе, в этот момент. Судьба свела их вновь, словно нечто большее направило ее шаги именно сюда. Эта девушка называла себя Эмили. Она выросла в приюте и никогда не знала, что у нее есть семья. Ее детство было трудным, полным одиночества и борьбы за выживание. Она привыкла надеяться только на себя. Но прошлое нельзя было изменить. Можно было только принять его и идти дальше. Клара не могла сдержать слез, но теперь это были слезы не только боли, но и облегчения. Она нашла свою дочь. Пусть прошло 20 лет, пусть столько времени было потеряно, но у них все еще оставалось будущее. Эмили долго не могла поверить, что эта незнакомая женщина — ее мать, что ее не бросали, что ее искали все это время. Но что-то внутри, что-то глубоко в сердце подсказывало — это правда. Клара больше не собиралась ее терять. Она осторожно взяла дочь за руку, словно боялась, что это всего лишь сон, который развеется в любой момент. Эмили слабо сжала ее пальцы в ответ. Они больше не были одни.